посмотреть эфир. Да, надо изучить команду, надо посмотреть на владельца токена. Кто же это такой вообще? А вот он, появился. Нет, это не он. Я тебя уверяю, это не он. Нет, ты не Это поверишь, я жалею, что я самый... мало зашел в начале. Я такой еду, я так мало купил, блин. Сейчас докупать с иксами придется. Это очень правильная стратегия. Команда, владельцы команды токена, они должны откупать продажи. То есть деньги тебе еще пригодятся. Сейчас ты и так красненьким загораешься, там как супер китяра, 21% сапплая у тебя. У меня 21? О, я думал, у меня только 5. Да. 21 хорошо. Нет, у тебя 21% сапплая. Ладно, успел тогда, хорошо. Где это И смотреть? ребята уже... Куда заглядывать? Ну, покажу. Там же в Газпампе, когда About нажимаешь, ты все видишь. Огонь. Ну ладно, 21 нормально, готов так играть. Я хотел 50. Да. Я искренне думал, у меня все 100 покупают у меня. Оказывается, не у меня покупают. Нет, Андрей, это противоречит идее крипты. Если у тебя будет 50, то ни о какой децентрализации речи идти не может. И это скорее красная лампочка для людей, которые хотят заходить в проект. Почему? Потому что всегда можно сделать раг-пул, ну, слить, грубо говоря, все свои токены в стакан, и это называется грубо очень, обкэшиться об людей. Вот. Вопрос, Илья. Вот у Тона аж 80% находится сапплая в руках владельцев. То есть они типа могут сделать вот этот вот раг-пул, правильно понимаю? Но не будут, наверное. Ну, тут уже включается, да, авторитет команды. Насколько могут, не могут, насколько он сейчас распределяется, это достаточно спорный вопрос. У меня точных данных нет, если честно, Валерий, поэтому не обладая аналитикой... Я, опять же, то есть информация с различных интервью, то есть когда там приходят ребята из Stone Foundation, то есть они как бы, ну, открыто как бы подтверждают, что да, 80% supply типа находится в руках самого Stone Foundation. Ну, окей, не дошли пока руки до анализа. Я верю в систему, мне нравится тон, мне нравится. То есть они идут от другого. Они сперва построили хороший Web2 и потом стали прикручивать Web3. А многие наоборот, они как бы построят какое-нибудь Web3 решение и думают, как же туда заманить людей из Web2, ну или из любого другого мира. Вот. Согласен. Андрей, по поводу вопросов тех ребят, у которых ты говорил, у них какие-то проблемы с токенами, я все посмотрел, они все собственники токенов благополучные. И Алексей, и Ольга, с ними все в порядке, токены у них, у каждого есть. Поэтому тут все честно и прозрачно. Это был блокчейн. Я так понимаю, $20 тысяч это капитализация для выхода на DexScreener, да? То есть 20 тысяч долларов, и проект переносится на Dedask, а как только проект переносится на Dedask, у них подписано соглашение с DexScreener, то есть мы сразу будем, весь график, чарт будет отображаться на DexScreener. То получается, сейчас цены выгодные, когда он на DexScreener уже будет активная торговля, и там, скорее всего, будет памп. И типа суть в том, чтобы сделать иксы на выходе. То есть, правильно понимаю? Я не знаю, ты заставляешь меня дать тебе финансовый совет, выгодные сейчас цены или нет. Вот логику Андрей, послушай, я не знаю. Понимаете, ребят, тут как бы мы не будем вам давать никаких советов. Почему? Потому что важно понимать, вы играете, заходите на свои собственные деньги, ответственность вся лежит на вас. Будет он дороже или будет он дешевле, я не знаю. Мы в клубе придумали определенные утилити для этого токена, чтобы это был не просто мем-токен, и придумали способ, как сделать так, чтобы потенциально, я опять не сказал, что она будет расти, чтобы потенциально цена могла вырасти. То есть что-то вкусное у нас есть на борту. Да, Андрей?
Андрей сегодня выключает камеру. Он с разных кошельков докупает монету просто себе. Так, Юлия, здравствуйте, давайте пообщаемся. Ребят, у нас пока открытый правило открытого микрофона. Задавайте вопрос, потому что сейчас вот чуть позже придет Андрей, выставит временные рамки и распорядок дня. Сейчас пока давайте, пока есть время, пока всего 8 человек, задавайте вопросы. Здравствуйте, меня слышно? Привет. Да, слышно. Вопрос такой, какая-то есть план развития токена? Ну, то есть там закупка листов или это просто с камина, где надо вовремя успеть выйти? Вот хотелось бы ознакомиться с планом, да. А видео можно? Видео? Это я просто слышу, но не понимаю, кто это говорит. Я с чата. Я с чата. Ну окей. Смотри, давай так. Сейчас через некоторое время Андрей будет выступать и расскажет про то, что такое вообще Rio Invest Club. Почему? Потому что RIC Coin – это монета Rio Invest Клуба, которому уже в скором времени будет год. У этого клуба существует сообщество определенное, и есть живые проекты, но про это лучше расскажет Андрей. Да, это я понял. Готов У меня вопрос немного про другое. Извините, то, что перебиваю. Мне нужно ознакомиться там с white-paper, с экономикой и с планом. Ну, то есть там я где-то это могу почитать, там, может быть, у вас сайт уже создан под этот токен, либо же там документы какие-то можете прислать. Ну, там хотя бы в формате, знаете, там, хотя бы на листочке прописаны какие-то тезисные идеи. У нас все пока есть на салфетке и в презентации, вот что я сегодня после Андрея буду показывать, сегодня все будет озвучено, окей? Все, нужно отлично. только немножечко терпения, и как бы сейчас вот пока идет подготовка техническая, можно позадавать какие-то общие вопросы, ну типа как дела, какая погода, там, и так далее. Вопрос про я то, понял, когда я думал, вопрос про то, когда мы всех соскамим, он пока не уместен, его лучше задать под конец будет. Все, я понял. Я просто думал то, что здесь уже сразу собрались как бы по факту все обсуждать. Понял, все. Спасибо. Ага, ну продолжайте слушать. Я думаю, сейчас Андрей вступит в диалог. Андрей, как тебе такая Да, классная картина? идея, Илья, благодарю. Так, все-таки давайте, пока все не подключились, хотелось бы, я думаю, у Миши есть вопросы. Миша, ты мне названиваешь, ты сразу говоришь, я не беру трубки. Либо пиши, либо голосовой, либо сейчас спрашивай. Что, получилось тебе? Нет? Все понятно? Ну, это самое, да, приветствую, ребят, всем приветствую. Поставил. Миша у нас начинающий криптоман. Тема нравится, но как подойти? Ну вот, наконец, заставили Мишу. Миша перевел 2000, оторвал от сердца, я представляю, с каким скрипом. И сейчас Миша поделится, он поставил кошелек и теперь ждет деньги от меня. А я на зуме, мне некогда сейчас переводить, Миша. Так что сиди, жди, пока другие входят, цена растет. Понимаешь, надо все вовремя делать. Я жалею, что я вчера не докупил 50%. Потому что сейчас заходит, и я понимаю, сейчас мне надо брать это дороже. Я такой, блин. Так что давай, Миша. Я ночью хотел тебе переслать, но у меня почему-то не выбил твой номер. Так что мне должен быть этот самый... Не работало, как переслать, понимаешь? Понимаешь, в этой системе оно не от меня зависит. Ты вот сейчас заходишь, цена такая, я тут не влияю. И вот Илья говорит, это сделано специально, чтобы я не мог соскамить и так далее. Вот есть рынок, да, у меня там сколько процентов? У каждого какой-то процент. И цена растет. И чем быстрее ты зайдешь, тем выгоднее. Ты кошелек поставил, получилось у тебя? Все получилось, тебе отправил этот самый номер. Ладненько. Так, Артур с нами. Артур, есть вопросы? Получилось кошелек поставить? Понятно, как работает, нет? А ты видео смотрел вчерашнее? Видеоинструкцию в чате смотрел? Как ставить? Нет, я так маленечко так вас глянул в Ютубе, как раз попал случайно. Благодарность Илье, просто Илья так подробно рассказал, разжевал, что я сам уже начал давать консультации, как это все ставить, как делать. Так, еще у кого какие вопросы, еще пару минут подождем и начнем. Вот смотри, в чате есть вопрос, ее можно только покупать или можно и продавать? Да, можно продавать, почему нет? Конечно, продавать. Да. Там кто-то продает, там же можно посмотреть листинг, пролистать, buy, sell. Вот красненьким кто-то продает, кто-то иксы уже делает, фиксится.
Но как они будут локти кусать, когда мы сделаем большие иксы через какое-то время? Ну ладно, у каждого своя. Да-да-да. Я свои не продаю, я верю в проект, я его вдохновитель, да. Ну, конечно, Илья, наверное, вдохновитель меня именно вот в плане крипты. А вот в плане создания сообщества, движения, это все-таки я считаю, моя прерогатива. Илья, нет возражений? Все верно, все верно. Человек, который вчера человек, который зашел самый первый, один из самых первых, у нас все есть, все же записано, кто зашел, кто вышел, кто сколько купил, мы все видим. Блокчейн такая штука, ребят, тут все видно. Кто зашел, когда зашел, во сколько зашел, кто какие иксы заработал. И вот человек буквально сегодня, он долго терпел, но когда увидел X8 и X8,5 у него на кошельке, он не вытерпел. Двадцатку сделали, Илья. Меньше Да, суток, я у нас видел. уже двадцатка, ты понимаешь? Это просто Я бомба. видел. Я видел 20-ка у нас, да. Мое бабло туда, не тяни, прямо сейчас в эфире заводи. Что ты тянешь? Миш, ты сам будешь заводить. Сейчас он тебе тон отправит, ты будешь заводить сам, покупать. Шли тонны быстрее, иксы идут. Уважим. Илья, тогда тебе слово давай я переведу, Миша, а то он не отстанет ведь, или выключать придется. Слушай, ну тут, наверное, нужно параллельно, как бы, мы сколько-то еще ждем или не ждем, или делаем записи, в записи все выкладываем. Если не ждем, то тогда, наверное, тебе и надо начинать, вот как по плану, рассказать про сообщество. То есть Давай, хорошо, поехали. секрет успеха же на самом деле кроется в сообществе. То есть то, что мы сделали, это всего лишь техника. Я показал это в видео, это может сделать каждый. Ребят, вы, если зайдете в клуб, вы можете посмотреть видео. Благодаря тому, что нас Андрей собирает, появляются возможности. И это, знаете, как вот, просто нужно вовремя все друг с другом собрать, вот и все. Вот поэтому, Андрей, тебе слово, а потом по технической части я уже подключусь и поотвечаю на вопросы. Так, поехали тогда про меня. Кто меня не знает, кто в записи будет смотреть, мне 54 года, в июле 55. У меня 8 детей моих, 2 приемных, у меня 3 международные компании, 14 источников пассивного дохода. С криптой с 2017 года были свои трейдеры, потом уходил от этой темы, и тут Илья меня опять вовлек с головой, и я прям кайфую, и очень рад, что вы все смотрите, что вы рядом. Очень надеюсь, что мы все с вами сделаем иксы. 100, особенно мне 79 тысяч иксов понравилась цифра. Я много цифр, ну x100, ну x1000, ну 79 тысяч, это прям вызов, блин, но это хочется. Итак, значит, я много путешествую, сколько, 73 страны, и вот путешествия достаточно длинные, сейчас нахожусь в Бразилии, до этого в Аргентине, в Штатах жил, и почувствовал некую нехватку сообщества, общения, и начал делать такие форумы. Провели уже 12 форумов, Global Invest форумов, на которых выступают мощные спикеры. Алекс Яновский, Сергей Полонский, Паша Магомбетов. И приходят ребята такие начинающие, вот как Миша, который сидит, грустит, где его токены, где токены. Позже будут, Миша. О, Александру привет. Приходят ребята и видят, что можно жить по-другому, можно инвестировать, кайфовать, путешествовать. Вот это вот основа, давать новую модель жизни, да, расширять сознание. Когда провел уже сколько, наверное, 3-4 форума, понимаю, что есть форумы, это раз в месяц, но хочется глубины. И для этого был создан Global Invest клуб под названием Рио. Место, такое сообщество, где есть опытные начинающие инвесторы, где есть программа обучения, создана методология, как пройти путь, как поменять мышление, как стать инвестором, как с одного квадрата денежного потока перейти в другой квадрат денежного потока. Вся схема называется квадрант по Кийосаки, и вот мы переходим в другую. И вот вокруг такое у нас сообщество классное, веселое, я считаю, кайфушников, лентяев, бездельников, которые работать не хотят, а хотят деньги получать. Но на самом деле это у меня всегда с детства была задача, а можно так сделать? А можно ведь? Но это, сука, не рассказывают ни в школе, ни в институте. Нас учат быть винтиками. И вот поменять мышление, выйти на вот этот уровень, да, позволять себе быть наглым, жадным, ленивым, стать инвестором и кайфовать на пляже, вот про это наш клуб и наш токен. Вкратце все. Вопросы? Давай еще расскажу, да, по нашим результатам. У нас сейчас 145 участников.
У нас собираются пулы инвестиционные в различные инструменты, начиная с недвижимости, заканчивая ВБ, Озон, торги, также крипта. Все это по разным странам, по разным нишам. У нас порядка, наверное, 24 сейчас стран, в которых мы инвестируем и работаем. Выступают инвесторы с разных стран. Ну вот вкратце все. Подробнее есть сайт, я скину в чат, сайт клуба. И всех приглашаю на форумы и в клуб. Так, основную идею я донес. Илья, все-таки переходим тогда к механике, к нашему токену. Как это вкусно, классно и чего мы ждем. И сколько иксов по прогнозу мы сделаем. И когда мне можно будет выходить? Мне хочется зафиксироваться, но я понимаю, я сейчас это сделаю. Терпи, Шурик, это не наш метод, это не наш метод. Я такой, ладно, потерплю, ладно. Можно вопрос задать? А вот, допустим, чем больше иксов, тем он получается дороже, да, тем меньше получишь, допустим, вот купил, допустим, на 1000 рублей тонов, да, вот вчера мог купить, допустим, там 10 тонов, да, получается, чем тон растет, сейчас могу купить только 5 тонов, правильно? Да, все верно, все верно. Важно понимать, ребят, несмотря на то, что здесь все очень легко, радостно, важно понимать, что любой токен, капитализация любого токена – это всегда игра с нулевой суммой. И если кто-то хочет продавать, то всегда должны быть люди, которые должны хотеть покупать. И перед нами сейчас, если мы строим с вами сообщество, есть два пути. Вот как первый человек зашел, задал вопрос, когда все это скоманется. То есть первый вариант – это идти по самому простому способу. Это как бы делать какие-то незначительные иксы, вытаскивать свою ликвидность и сидеть на заборе. Но так не работает. Я еще раз говорю, если вы заходите в трейдинг, важно понимать, что это игра с нулевой суммой. Если вы об кого-то закрываетесь, если вы закрыли об кого-то свои иксы, то кто-то остался без этих денег. Это важно понимать. И это работает везде, в биткоине, в эфириуме, в любой другой монете. Стоимость монеты формируется всего лишь количеством спроса на эту монету. И если мы с вами будем хоронить этот спрос на самом начале нашего проекта, то это ни к чему хорошему не приведет. Сразу вас предупреждаю. В истории очень много примеров таких монет, как Dogecoin, Shiba Inu, например, стоимость которых сейчас во-первых, рост которых миллионы процентов, ну, Shiba Inu, к примеру, это все можно посмотреть, проследить, да, и существует постоянный стабильный спрос на эту монету. Стабильный спрос, потому что люди в нее верят. И перед нами с вами, перед теми людьми, которые находятся в самом начале пути, стоит уникальная задача – сделать выбор. Как Морфеус, да, говорил, выбрать таблетку. Пойти по пути скама или пойти по пути создания устойчивого спроса. Мое сугубое мнение, я нахожусь в клубе давно. Мне очень нравится атмосфера, которая здесь создана благодаря чему? Благодаря тому, что очень много разноплановых людей, очень много разноплановых проектов, очень много разноплановых знаний, которые можно получать, в том числе абсолютно бесплатно, благодаря тому, что просто создан вот такой вот контекст. И я искренне верю, что токен клуба мы можем раскачать до определенных высот. За счет чего? Прежде всего, еще раз говорю, забудьте вот про вот то, что там вначале человек спрашивал, roadmap, токеномика, вот эти вот все большие мудрые слова, это все работает, но это работает только на вере, да? Если вы, ребята, будете создавать спрос, рассказывать про то, как это круто, стоимость будет расти. Об кого вы будете продавать монеты, ну, как бы я по-русски говорю, да, потому что это так. Мы будем продавать монеты тогда, когда спрос будет устойчивый, когда продажа ваша не будет влиять сильно на стоимость этой монеты. Вот и все. И поэтому вот эту важную идею я хочу, чтобы вы для себя в голове держали. Здесь такое сообщество якорных инвесторов, как минимум, вы можете открыть сейчас
Газпамп и посмотреть, кто является якорными инвесторами первой пятерки или даже первой семерки. Все это участники клуба, которые собираются идти вместе с этим проектом, соответственно, как вместе с этим клубом, позвольте сленгом Доталова, как из детства, да, выражением, вперед, далеко и надолго. Но, тем не менее, есть и roadmap, нарисовывается некий, да, пока он, может быть, и выглядит виртуально, но мы с вами сейчас его проговорим и обозначим. То есть прямо сейчас команда проекта не готова дать вам конкретные утилити, которые будут реализованы прямо сейчас. То есть все находится в процессе реализации, обсуждения. И вы, зайдя в клуб, Андрей, наверное, да, правильно? То есть только человек, который зайдет внутрь клуба, сможет принимать участие в рождении. Андрей пока молчит, но... Закончи мысль. Рождение чего? Какая идея? В рождении утилити. Утилити для токена. То есть в обсуждении самой структуры токена. Ну, то, что мы делаем с тобой, да? То, что ты нарисовал картину. Да, все. Подал. Да, все. Сейчас Да, DAO все. остается нужным или нет? Или DAO уже не надо? Да, да, нужно, обязательно. Сейчас мы про это проговорим. Включи мне, пожалуйста, демонстрацию экрана. А знаешь, что я сделаю? Чтобы ребятам остальным было понятно, что такое клуб, я отправлю презентацию последнего дня на форуме. Как раз там есть смыслы клуба, и там немножко есть про DAO. Твое выступление, наверное, тоже отправлю. Оно у нас остается, та же концепция, да, Илья, по DAO? Концепция DAO у нас остается полностью той же самой. Да, структура DAO – это структура инвестирования. Что нравится в криптоманах, они хотят детали. Вот это я люблю. Это вот как инвесторы. Детали, а как, а что? И спрашивают. Блин, это классно, ребята. Давайте. Криптоманы с инвесторами, дружба навек. Все, демонстрация. Включи мне, пожалуйста, презентацию. Да, вот. Да. Так. Ребят, это будет выглядеть вот так вот. Так, видно мой экран? Да. Утилити. Сейчас я приоткрою завесу над тем, как мы видим утилити для токена RIG. Естественно, это доступ к DAO и в том числе оплата участия в клубе. Второе – это эксклюзивный доступ к контенту и аналитике. В клубе достаточное количество экспертов, которые предоставляют достаточное количество качественного контента и аналитики по разным направлениям. И в качестве понимания некоторые люди по какой-то причине, например, не хотят в клуб, но хотят получить кусочек аналитики или кусочек экспертности. И RIG коином можно будет эту штуку оплатить. То есть он говорит: о, можно я попробую? Да, пожалуйста, попробуй. Вот оплати кусочек экспертности и, собственно, дальше примешь решение. Голосование, участие в управлении, тут все понятно. Бонусы и награды. Бонусы и награды для людей внутри клуба, которые представляют из себя пользу для клуба. Все это на описании концепции DAO надо смотреть. Про пользу, про голосование. Тут я как бы уже настоятельно зову всех в клуб, и можно будет посмотреть и знакомиться с концепцией DAO. А система реферальных программ, я тут вообще не силен, это просто написано как одно из, возможно, да, что будет реализовано. Персонализация, обратная связь, мерч-сувениры, участие в благотворительности очень важно. Почему? Потому что концепции DAO заложено 10% на благотворительность. Куда конкретно решает сообщество? Ну и механизм сжигания токена. Сжигание токена происходит на каждом этапе. То есть вы хотите заплатить деньги в клуб. Часть, какая конкретная часть, мы пока не скажем, но в будущем это будет озвучено. Можно вопрос к тебе? Для меня эта тема до конца непонятна. Был вопрос предложения как раз в чате, да, по нашему коину, чтобы мы сжигали. Расскажи, сколько надо сжигать, как это, откуда будет сжигаться, это кто, чьи токены будут сжигаться?
Какая... Токены будут сжигаться командой проекта. Так как это токен, построенный по системе мемкоина, очень важно понимать, ребят, что здесь все равны. Тут нет никакого скрытого рычага управления ни у кого. То есть это абсолютно честный токен. Каждый из вас является собственником абсолютно честного токена. Нет никаких заблокированных токенов. Нет никаких токенов, которые бесплатно достанутся команде. Нет никаких токенов, которые мы бесплатно раздадим аирдропом. Этого всего нет. Это токен, который формирует свою стоимость только за счет купли и за счет продажи. Все. Я считаю, это очень честно. А по поводу сжигания. Смотри, ну на самом деле тут все очень просто. Вот представь, сейчас у нас миллиард токенов, и каждый может посмотреть, сколько стоит его доля. Если мы возьмем сейчас и каждый половину своих токенов сожгем, сколько стоимость токена вырастет ровно в 2 раза. Это теоретически. Понятно, что там не прямая зависимость, там включается спрос-предложение и так далее. Но этим самым мы обязуемся наращивать капитализацию токена за счет уменьшения его сапплая. То есть вот как мы с тобой говорили про ФДВ, да, что это такое? То есть мы сейчас можем посчитать стоимость токена, умножить на весь supply и получить сколько ФДВ у токена. Если мы половину уменьшаем и при этом спрос у нас сохраняется, то стоимость увеличивается. Понимаешь идею, Андрей? Да, просто тогда что, ты имеешь в виду, мы у всех берем и половину сжигаем? Так что ли делаем? Нет, конечно, мы так не делаем, потому что если мы сожжем половину, так методом шоковой терапии мы не сможем так вырастить цену ровно в 2 раза. Так не работает. Это нужно делать постепенно. То есть с каждой транзакции, когда мы прикрутим RIG-коин к DAO, когда мы прикрутим RIG-коин к оплате клуба, когда мы прикрутим RIG-коин к голосованию и участию управления, когда мы прикрутим RIG-коин к бонусам и наградам, мы каждый раз перед выплатой самостоятельно команда токена будет сжигать там, утрированно, договоримся, например, 0,3% или 0,01%. С каких? Смотри, с твоих, с моих, которые я покупал, ты покупал. Я не понимаю, команда. Это что? Это первая 5 инвесторов. Это с кого? С кого будем? Чьи будем токены сжигать? Это очень хороший вопрос. Очень. Деньги где? Деньги где? Да. И для этого важно сформировать объем токенов, который принадлежит команде. То есть не тебе, не мне. А вот как мы с тобой говорили про DAO, про совет директоров, про тех людей, которые которые выступают гарантом для инвестиционных сделок и которые привлекают экспертов. Вот этот вопрос нужно просто дальше проработать. То есть он впереди перед нами стоит. Сейчас задача выйти на DDAST, начать активно торговать. То есть идея какая, да? Да. С этих активностей, да, будет некая сумма идти в фонд команды, да, которой мы можем распоряжаться. То, что ты говорил, рисковые, да, варианты какие-то, что-то сжигать и так далее. Да, все верно. Все, хорошо, благодарю, поехали дальше. Про сжигание понятно? Ребят, можно включать микрофоны, у нас мы блок прошли, можно позадавать вопрос. Да, можно, тогда я начну с вопросов. Да, давайте. Да, здравствуйте еще раз, вот с кем не слышался, не виделся. Значит, вопросы у меня все те же самые остаются. Хотелось бы какой-то план. Ну вот то, что вы сейчас рассказали, это все весело, но никакого отношения к плану развития токена это не имеет. Что именно подразумевается по плану? Ну, то есть есть какие-то, знаете, стандарты выпуска своего мемкоина, и там идет, например, когда инвестор забирает себе практически 40% сапплая, а на данный момент, как я вижу, то, что 40 сапплая находится вот между вами двумя, как правило, эти деньги например, кладутся в какой-то лог. Вот, это первый момент. Второй момент, когда деньги какие-то разлочиваются, либо там есть просто какие-то бюджеты,
эти бюджеты, как правило, распределяются не то, что на сжигание, там, на закупку рекламы, например. То есть, если же вы там, будете рекламу закупать, то в каких местах, на каких листах и так далее. Вот про это хотелось бы услышать. Вот. Ну, какие-то более фундаментальные и технические вещи. Вот. Вот потом по поводу того, что сжигание. Вот. Как вы просто там, чисто технически их собираетесь сжигать, через какие инструменты и так далее. Просто понятное дело, что там сейчас на доспампе там дособерется пару тонн, и он выйдет на листинг, там понятно, что сожгет сам Газпамп оставшиеся монеты. Ну, а дальше-то что? То есть вот как конкретно, вот, например, вот сейчас монета выходит на листинг, вот как вы будете сжигать его? Вот, например, если вы там захотите завтра сжечь, вот через какие инструменты вы это будете делать? Все, можно отвечать? Да, спасибо. Ага. Ну, в Тоне на самом деле есть нулевой адрес, с помощью которого сжигаются любые токены. Да? Ты с кошелька можешь любой токен отправить на этот нулевой адрес и сжечь. Вопрос не в этом на самом деле, а людей будет интересовать не то, как мы будем сжигать этот токен, а честность этого сжигания. Да? То есть тебе же не важно, каким образом мы его уничтожили. Главное, чтобы ты точно знал, что мы его уничтожили. Почему? Потому что как инвестор, да, как инвестор ты тогда можешь предполагать, что цена, вероятнее всего, пойдет куда-то вверх. Соответственно, вот эти вот механизмы по предоставлению информации о том, и как произведено сжигание, оно будет реализовано через DAO. И у каждого участника будет доступ к этой системе, который будет тебе показывать. Вот сегодня, например, за эту неделю мы сожгли столько-то токенов. Вот, пожалуйста, хэш транзакции, можешь любой человек зайти посмотреть, да, серьезно, токены отправлены на нулевой адрес, они сожглись. Соответственно, смотрим по сапплаю, сапплай у нас точно так же уменьшился, значит, никакой химии нет. Это последний вопрос. Второй вопрос по поводу маркетинга и рекламы. Смотри, шутка в том, что хороший товар в маркетинге и в рекламе до какой-то поры не нуждается. Да? Наверное, согласен. И об этом может говорить то, что, грубо говоря, за сутки, меньше чем за сутки, токен вышел на 20 тысяч. То есть это должно о чем-то говорить. Раз. И суть в чем? Суть в том, что рекламой может быть только ты или кто-то участник из сообщества. То есть человек, который видит, да, ребята, на самом деле это хорошее, полезное сообщество, я здесь могу реализоваться, я могу здесь получить какие-то выгоды, а у них есть еще и токен. И токен они используют. Других Можно я вот сразу парирую вам на ответ? Смотрите, дело в том, что мы в том числе занимаемся скамом, вот как раз-таки на газе тоже, то есть механика скама как происходит. Мы создаем себе там несколько аккаунтов, то есть залить токен на там, 20 тысяч сапплая – это не так много, это там выходит всего 1000 тонн. Мы приходим в какое-то сообщество, в этом сообществе говорим вот то, что мы там сейчас выпускаем свою монету, со своих кошельков откупаем первую часть сапплая, потом туда влетают люди, как только выходит листинг, мы начинаем свой токен сливать. Даже если мы весь сапплай собранный не перекрываем, но в любом случае мы его слили, ну, там, часть сапплая просто мы там по нулям закрыли, часть сапплая закрыли в иксы. Вот. Гарантии нужны, чтобы не произошло так же вот с вашим проектом. Ну, то есть, например, мы можем там, например, сейчас договориться, то, что мы там выходим на листинг, и там владельцы, вот у кого там 30%, то есть вот у вас и сейчас и у Андрея, да, чтобы вы положили, например, его в лог, там, на, ну, там, чтобы залочили свои токены, там, хотя бы какую-то часть, там, на 3-4 месяца. Илья, есть такой механизм, да? Мы можем залочить? Ты же мне это и сказал. Что можем, конечно. Я просто хочу дослушать вопрос, посмотреть на человека. Да, вообще, включи камеру, пожалуйста. Камеру. И давай на «ты», если можно. Просто привычно так. Да, нет, я не хочу включать камеру и так далее. Понятно. Просто, правильно, да, ты же только что рассказал, как ты скамишь монеты других людей. Смотри, я отвечаю на твой вопрос. Я понял, что ты хочешь спросить, я сразу отвечу. Здесь гарантий никаких нет.
То есть все взрослые дяди, тети, взрослые мальчики и девочки, давать тебе какие-то гарантии никто не будет. Ты должен посмотреть, вникнуть в структуру. То есть ты должен прийти в инвест-клуб, посмотреть, ага, вот Андрей говорит, мы уже почти год проводим Global Invest Forum каждый месяц. Проверь. Есть такая штука интернет, все можно проверить. Дальше загугли, кто такой Андрей. Дальше загугли, кто такой я. Пожалуйста, фамилия, имя, отчество можно, тут как бы никто не скрывает. И это даже лишнее. Почему? Потому что ты можешь просто посмотреть на пользу, которую приносит сейчас, на данный момент времени, клуб. То есть люди приходят, они начинают заходить в инвестпул, зарабатывают определенные деньги. И мы сейчас не предлагаем тебе ценность токена. Считай, что токен – это шутка. Вот просто так считай, что токен – это шутка. Токен – это мем-коин, который будет разрастаться, если клуб будет работать хорошо. Вот и все. А клуб будет работать хорошо. Почему? Потому что он и без этого токена работал хорошо. Понимаешь, в чем загвоздка? Мы не идем по другому пути. Люди сперва создадут какой-то веб-3 непонятный, да? Создадут бриджи какие-то, мосты, и потом думают, как за уши туда людей притянуть. Здесь не нужно людей притягивать за уши. Люди уже в клубе. Это раз. Global Invest Forum проходит каждый месяц. Это два. Общее количество людей, которые прошли через Global Invest Forum, порядка 30-35 тысяч, Андрей меня поправит, если я ошибаюсь, это 3. Скамить на данный момент людей – это стрелять себе в ногу. Почему? Потому что, имея такой ресурс, который работает, машина сама по себе едет, понимаешь? Нам не нужно ничего. Нам не нужны какие-то дополнительные рекламы, нам не нужен кто-то там из какой-то команды супергуру, который нам скажет, ребят, вы сейчас можете всех заскамить, получить X100. Нам этого не нужно. Мы здесь, внимание, вот это очень важно. Мы сообщество достаточных кошельков. То есть у нас у каждого достаточно большой кошелек. И нам вот эти вот соскамить там, ну, немножко не того уровня ты вопрос, как мне кажется, задал, тем более не включая камеру и рассказывая, что вы сами скамите людей. Это ответ на твой второй вопрос. И параллельно отвечая, Андрей, на твой вопрос, да, мы можем залочить, проблем нет. Мы выйдем на DDAST, и мы отдельно будем это обсуждать внутри. И отвечая на твой первый вопрос был... первый вопрос и не записал. Он просто подводил к следующему вопросу. Да, поэтому... Да. Ну, вообще, спасибо тебе большое. Срочно. Мы сделали 21 032. Мы можем уже выходить на DDAX, нет? Какой сейчас механизм? Да, сейчас с тобой свяжется команда в ближайшее время. Они уже выслали беспилотный модуль, так что готовься, одевай парадные ботинки, четку. Я поздравляю, ребят, это круто. По-моему, это скажи, круто. что им отвечать? Причем... Они что мне пишут? Мне что говорить? Посылать их и шли. Ты же знаешь, как это самое. Надо сперва ссылать в жопу первые 3-4 раза. А потом уже... Ну, на самом деле, ребят, это очень круто. Почему? Потому что вот как предыдущий человек говорит, я, к сожалению, не вижу, кто это, не знаю его имени, он очень правильные вещи говорит. Создать токен легко. Токен, чтобы заскамить людей. То есть мы просто должны разбить на несколько кошельков деньги, набрать пассажиров и просто начинать их всаживать. Мы сделали на органическом трафике, абсолютно на органике. Я вас поздравляю, ребята, это круто. Я прям предлагаю так вот похлопать. Прям красавцы. Так, я считаю, что я ответил на вопрос. Поэтому, ребят, у кого еще есть вопросы, задавайте. Короче, Илюх, наша задача сейчас, чтобы токен рос, наша задача привлечь еще людей, да, рассылать людям, говорить людям, чтобы заходили, покупали монету, хотя бы там по 500 рублей, по 1000 рублей, без разницы, хоть какую-то копеечку, но вкладывали, да? Нет, Миш, неправда, ну как и правда, и неправда. Нет такой задачи, во-первых, нет такой задачи, чтобы токен рос. Есть вера, что токен вырастет, если мы будем развивать клуб. Понимаешь? Вот если ты будешь приходить в клуб, если ты будешь получать там пользу,
Вот тебе нравится, как у нас в клубе проходят, например, крипто-четверги. Ты, например, горишь этим. И ты про это будешь рассказывать, ты не должен этого делать. То есть ты хорошими вещами поделишься с людьми, окружающими тебя и так, и так. Потому что хорошим делиться не зазорно. Ты, наоборот, людям даришь энергию, даришь возможность. И наша задача не думать про рост токена. То есть он вырастет органически, понимаешь? Если это вот как ребенок, токен – это ребенок клуба. Если в семье хорошая атмосфера, если в семье хорошая гармония, мир и так далее, то ребенок может вырасти сам. Он может самообразоваться. Правильно? Правильно. И здесь то же самое. Нет, не стоит задачи. То есть нет такого, все, пошел, всем сказал. Если ты хочешь, если у тебя душа к этому лежит, если ты считаешь, что это хороший продукт, и этим можно поделиться, круто. Согласен, понял. Спасибо. И все-таки, да, такой вопрос. А вы не хотите закупать рекламу только по той причине, что просто хотите органикой все это вытащить? Просто я объясняю, как бы, ну, там, механика той же самой рекламы. Там, размещаясь, например, там, на каких-то, ну, там, на том же самом Дедасте, да, листе, ты так или иначе, там, например, привлекаешь не только там российский сегмент комьюнити, также привлекаешь там с других стран и так далее. То есть, ну, вот, поскольку я вижу, что вот ваш там клуб это в основном состоит из русскоговорящего комьюнити, вот. То есть, может быть, имело бы смысл все-таки откупить где-то рекламу. Ну, то есть, да, понятно, что там внутри клуба это можно будет развивать, но как бы реклама, она точно даст больше охваты и больше объемы. То есть одно дело, когда у тебя там ликвидности там 20 тысяч, другое, когда мы там собираем ликвидность там 100, 200, 300, 400 тысяч. Это же совсем про другие цифры идет речь. Это первый момент. И второй момент, вот там опять же закрываться. То есть если мы там все это будем делать внутри там сообщества и там друзей и друзей друзей, то есть получается, что мы как будто бы сами об себя и будем закрываться. Вот, в конечном-то итоге. То есть, если не будет внешнего какого-то трафика, то закрытие так или иначе будет происходить об там, твоих товарищей, и твои товарищи останутся в минусе. Я вот про что говорю еще. Да, спасибо. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Прям чувствуется хватка капиталиста. Все верно ты говоришь. Все абсолютно верно. И рекламу, возможно, мы будем закупать, но мы будем рекламировать не токен, а клуб. То есть токен – это ребенок, а рекламировать мы будем клуб, рекламировать то, что получает человек, входя сюда, понимаешь? То есть, и еще раз говорю, рекламировать вот эту пользу, ее намного легче, чем рекламировать токен. И ты задаешь хорошие вопросы, чувствуется в тебе экспертность, поэтому покупай достаточное количество сапплая и добро пожаловать на борт. Можно я тоже продолжу? Мне нравится идея выйти Да. на мировой рынок, да? Может быть, есть смысл как-то нам тоже привлекать через рекламу или рано сейчас? Ты предлагаешь на бирже это делать? Смотри, мы после того, как мы выйдем на DDAS, нас начнет замечать международное сообщество, оно начнет задавать вопросы. Вот как я вчера показывал в обучении, да, появятся ребята, которые принципиально придут торговать, например, снайпер-ботами этой монеты. Почему? Ну, потому что они видят, что в каком случае интересно торговать снайпер-ботами, когда есть движение, когда у тебя там не одна покупка раз в год, например, и одна продажа раз в год, а когда люди покупают, продают. И обязательно к этому вопросу нужно будет прийти, но прийти как бы не с кондачка, да, то есть нужно все это обсудить, нужно понять, что мы будем рекламировать, каким образом мы это будем рекламировать. Вот. И это впереди у нас. Да, ну смотрите, вот у меня просто идея есть, там могу высказаться. Да, если вот эти вот там колы, созвоны и так далее будут там на какой-то регулярной основе, я бы вам предложил следующее. Позвать ребят с Газпампа, ну, то есть это, очевидно, люди, у которых есть экспертность, это русские ребята, позвать от них какого-то представителя. Я думаю, что они согласятся, почему нет. Пригласить их, объяснить им вообще ситуацию по токену, то, что вот есть такой-то, такой-то токен, и вот послушать их, например, еще какое-то мнение,
Потому что у них есть уже как будто бы планы там вот рыбы, то есть они могут там объяснить, что и как нужно делать для того, чтобы пампить токен вверх. Но опять же, да, это не совсем там бьется, например, с вашей логикой, то, что вы все равно там стремитесь больше к развитию своего сообщества именно как клуба, да. Вот. Но если мы вот говорим чисто вот про математику и про токен, то вот, по мне так это было бы замечательная идея. То есть позвать какого-то эксперта, конкретно с Газпампа, объяснить ситуацию и дальше там, коллективно решить, что, мол, там, давайте вот это делать, потому что без там каких-то там лаунчпадов, каких-то там геймификации токена и так далее, оно расти не будет. Ну, то есть на внутреннем сообществе оно расти не будет. Вот. Тут прям, то есть тут механика вывода токена в массы, это как бы там, берешь лопату и чем, ну, от забора и до рассвета просто накидываешь аудитории. Чем больше ее будет, тем лучше. Вот. Тем более всегда приятнее будет закрываться не об братьев, а от каких-то непонятных людей. Я вот про что. Можно Да, я все верно. по этому поводу немного выскажусь? Тут, я так понимаю, сейчас идет больше обсуждение именно, ну как вот тупо, да, заработать на монете, короче. Да, это всем интересно, однозначно, но тут еще донести ценность сообщества, вот не знаю, да, как зовут человека, Алекс вроде, да, написано. Тут интересная история в том, что, по сути дела, не всем требуется заработать на монете в данном случае, потому что формируется такое сообщество, это люди со своими проектами, которые приходят за инвестициями, это люди со своими деньгами, которые приходят инвестировать в различные проекты, получая хорошую доходность. Это люди, которые приходят, может, даже без денег, и где им оказывают поддержку и помощь в том, чтобы их получить эти деньги, да, там закредитоваться или еще каким-то образом и использовать эти деньги, вложив их в доходные нормальные проекты и на этом заработать. И то есть здесь люди и так зарабатывают. И вот этот токен для сообщества, он ну, просто по сути как бонус такой, по большому счету. Ну, я для себя так вижу, я сам как участник клуба и участник, да, этого сообщества. Я вижу этот токен просто как бонус за то, что принимаешь участие в клубе, за то, что проявляешь какую-то активность, кому-то помогаешь, об кого-то зарабатываешь, и в итоге ты, получается, просто в кратном плюсе еще. Вот и все. И на сегодняшний день, на мой взгляд, может быть, не так быстро, как хочется, да, с точки зрения доходности того же токена растет сообщество, но оно растет органически, не в плане органически, ну, привлекаются люди, а в плане того, что создается органическое сообщество. То есть это люди, которые заинтересованы развивать свои проекты, еще раз скажу, зарабатывать на инвестициях, вкладывать в надежные проекты и развивать вообще свой кругозор и мировоззрение. Вот и все. Я вот честно вижу это вот так. Ну, я дополню тебя, Валентин. благодарю. Значит, идея какая? Все-таки играть в долгую, мы верим в большие иксы. Сегодня хотелось бы поговорить про мемкоин, который сделал 79 тысяч иксов. Меня эта цифра зажигает, и выходить сейчас на 10, на 100 иксах неинтересно. Ну и на самом деле, да, тут проект гораздо глобальнее, интереснее, вкуснее. Илья, давай сейчас ответим на вопрос. Мне пришел нам в чат. Наверное, нам, можно я скажу, нам пришел в чат вопрос, он как бы мне, но я не знаю, что сказать. У тебя 20% суплая, ты не будешь их по стакану давать? Суплай я подозреваю, стакан подозреваю. Ну, как это ответить, я не подозреваю. Илья, это всегда вопрос. Ну, ты честно скажи на все сообщество для видео, ты будешь свои токены продавать? То есть, фактически, вот смотри, сейчас сформировалось сообщество. И вот, Я как хочу, говорит но мне Алекс, не разрешают. Я хочу. нет, я не разрешаю, нет, нельзя. Шурик, это не наш самом деле, метод. да, Мы я так и играю не в долг. вырастим сообщество.
Я играю в долгую. Я понимаю, если я сейчас солью, да, остальные тоже скажут, фигня проект. Ну ладно, тогда еще годик-два. Дождемся 79 тысяч иксов. А скажи, что такое по стакану давать? 20%. Ударить по стакану, это значит все токены отправить на продажу в один момент времени. Не-не, ребят, другая сейчас стратегия, тактика у нас. Мы тут в другие игры играем. Не тот возраст уже. Это раньше себе позволял хулиганить, а сейчас хочется как-то спокойнее. Ну вот, кстати, мне нравится Алекс 008. Я плохо, что не вижу тебя в лицо. Ну, как бы видишь, у нас другое общество, Алекс. У нас никто ни от кого не прячется. Ты выключил микрофон. Да, я говорю, мы смотрим друг другу в глаза, и мы стараемся. Самое главное, что есть, это доверие. Доверие откуда? Оно бывает до веры. И вот доверие либо есть, либо нет. И вот очень хочется посмотреть всем в глаза. Ты хорошие, грамотные вещи говоришь. Пригласить ребят из Газпампа, я согласен. Но только я думаю, они... Вот просто давайте запишем и подождем. Мне кажется, ребята из Газпампа в ближайшее время сами напишут, потому что органически вырасти за день – это успех. А если не напишут, ну, мы сами тоже с ними свяжемся. Миша написал: парни, хз, он мне в ЛС не отвечает, так что может и сольет сразу 20%. Кто-то уже в чате нагоняет такой фургун. Я не отвечаю в зуме. Ты ему напиши, что я уже с утра ударяю по стакану, капучино пью. Я что на стакане? Кстати, да, я рекомендую быть на стакане. Более того, Алекс, у нас достаточно здоровое общество. Здесь трезвенники, не пьющие, не курящие люди в основном, которые ведут здоровый образ жизни, по разным странам разъехавшиеся, состоявшиеся. И ну, тут как бы приглашаю тебя, открывай лицо, давай, приходи, покупай нормальное количество сапплая, заходи в клуб и давай обсуждать. Мы будем строить DAO, у нас есть очень хорошая организационная схема, мы на правильном пути. Илья, а многие Твой вот опыт... спрашивают, давай обсудим вот это вот 79 тысяч иксов, да? Какая стратегия должна быть у нас, у клуба, чтобы вот реально сделать, ну, хотя бы 50 тысяч иксов? Что нам надо делать? Я вчера тебе говорил, тут одно главное слово – авось. Русское слово. Нет, давай важно попасть. Смотри, есть пример, да? Есть, кто сделал? Dogecoin, да, 79 тысяч? За счет какая монета сделала? Шибуину сделала 1 000 000%. Dogecoin сделал, я тебе прямо сейчас сколько вот он иксов сделал, не скажу. Но открой DexScreener, мы вчера с тобой разбирали. Давай откроем DexScreener и посмотрим. Монеты там за день, за два, за три, за 4 делают такие иксы. 79 тысяч иксов, пожалуйста, мы вчера с тобой видео поднимем, да посмотрим. Не проблема. Тут, Так, понимаешь? Я хочу понять механику, да? Там было что-то твердое, да? Был клуб или что-то? Как вот нам наше сообщество организовать на весь мир, чтобы мы тоже сделали иксы, и никто не хотел сливать монету, и все оставляли, и ценность была? В таких иксах твердым является ОБС. Одна бабка сказала, да, когда люди передают друг другу. И вот это самое твердое. То есть в мемкоине это вера людей. Что может быть твердого в Dogecoin, который в 2013 году создан, ну просто так, как шутка? Твердо, знаешь, когда будет? Когда инфлюенсер, когда, например, Сергей Полонский скажет: ребят, блин, я вошел на котлету. Люди посмотрят, скажут: о, нифига себе. Нет, смотрите, Сергей... я вам могу... Да, извините, то, что перебиваю, я вам могу объяснить, Да, Алекс. на чем вообще строятся мемкоины и так далее, то есть в чем их главная особенность заключается. Главная особенность вообще мемкоинов, в чем их ценность, это mass adoption, так называемый. Что такое mass adoption? Это когда люди затягиваются в целом в экосистему крипты. Вот в этом их и ценность. То есть, например, из недавнего, что произошло, таких больших событий, это, наверное, там Notcoin залистился на бирже, там, привлек какие-то инвестиции, это там дочерний проект Тона. Почему он зашел? Он зашел, потому что большой массе людей сказали, что, ребят, вот тыкайте на кнопку, после этого вы получите деньги. Они пошли тыкать,
После этого им говорят: ребят, а теперь, если вы хотите свои деньги вывести, то вам нужно пойти на биржу, разобраться, как устроен блокчейн, зарегистрироваться, там, пройти верификацию, понять, что такое газ и так далее и тому подобное. И именно в этом и была ценность. И ценность разных мемкоинов, которые там выходят в разных сетях, именно в этом и заключается. И когда мы там, С одной например, маленькой говорим про поправкой, какой-нибудь Shiba Inu или бы там Doge и так далее, Алекс, с их... одной маленькой поправкой. Probably nothing. Декабрь, полгода назад. Probably nothing. Ноткоин никогда ничего никому не обещал, что если люди будут тыкать, будут деньги. То есть это прям в корне заблуждение. Нет, Я смотрите. участвовал в бетке, и даже людям, которые участвуют в бета-тестировании, ничего никто не обещал. А здесь другой эффект. То есть придумать, что это можно монетизировать и раздать людям денег, идея появилась несколько позже. То есть сперва был эффект набора аудитории, а только потом пришли деньги. И это очень важный момент. Работает все от печки. Сперва идея, потом деньги, не наоборот. Нет, тут я тут немного тоже поясню. То, что там говорят разработчики и так далее, ну, не всегда нужно этому доверять. Почему? Потому что у всех есть свои планы. Понятное дело, что они там никому не будут обещать денег и так далее. То есть это как бы часть маркетинговой стратегии. Да, я вот там не договорил по поводу Доджа. То есть там Dogecoin, да, по-моему, Dogecoin почему залетел. Там примерно та же самая механика была, просто под конец запампили еще с помощью Илона Маска, выкупили у него рекламу, и оно полетело. Собственно, вот в этом и механика. Поэтому ценность, как бы, она в любом случае должна быть и чем-то подкреплена. Да, спасибо. Вот мне тоже в личку, Андрей, написали. Миша, видимо, тот же, который тебе пишет, он уже до меня добрался. Он мне пишет: здоров, он рагать не будет, он просит меня, я ему пишу: заходи на Аму, а он мне пишет: кинь ссылку. Ты что, ссылку не опубликовал в группе, Андрей? Все есть. Или Миша это не видит? Все есть ссылки. Блин. Отправь. Можешь мне... блин, где ее взять? Я уже... У тебя есть под рукой поблизости? Может, перешлешь мне, пожалуйста? Zoom, вот да? он прям... Правильно? Нет, в телегу мне перешли. Нет, так ссылку на Zoom. На Zoom. На Zoom, на Аму. Вот этот вот Миша, он хочет прям, который тебе вопросы задает, он хочет зайти, видимо, и позадавать вопросы. Давай я тебе отправлю и ему отправлю. И мы увидим Мишу. Не, вот Алекс, благодарю. Классно. Классно, что в теме. Алекс, не пропадай. Нужны будут твои консультации по выходу на мир. Мы дозреем до этого. Конечно. Абсолютно точно. Я говорю, очень жалко, Алекс, что ты лицо прячешь. Ну, у нас просто так не принято. Мы привыкли смотреть друг другу в глаза. Разные этапы. Все на разном этапе. Ну да. Вот я Мише ссылку скинул, он прочитал, так что ждем. Еще вопросы? Ребят, пока... Стас с нами, Стас. Да, вот задавайте. Так, какие еще вопросы? Вопросов нет? Валера, есть вопросы? У всех все получилось, всем понятно. Хорошо. Нет, только у Миши не получилось. Смотри, Миша грустный сидит, руки сложил, ждет, когда же вы закончите, сволочи, свою конференцию, чтобы мне топ быстрее пересылали. Я отправил Мишу. Миш, ты взял уже, да? Миша уже... У меня уже счастливый обладатель, я просто думаю. У Миши уже все, миллиардер. Миллионер это точно долларовый. Игорь, привет. Рад видеть. Так, кто не в курсе, тут многие участники клуба, поэтому мы тут все так давно знакомы по многим проектам. Так, Мишу, наверное, не дождемся. Ну что, раз вопросов нету. Вот мне Газпамп прислал. Вы сегодня в ударе. Так, сейчас. Что-то они мне Газпамп прислали. А куда тебе присылают? В личку, да, в Телеграме? Почему мне не присылают? Да. Обидно. Не знаю. Они заносят у тебя в чате. В основной группе Газпампа они заанонсили новость, то, что токен вышел на листинг. Вот, благодарю. Так, уже вышел сам? Без нас?
Ну, Ну, там конечно, механизм, там мы и не нужны. Сейчас механизм, они просто лику здесь сожгут, туда перенесут, Андрей. Офигеть. Так, и что сейчас, какой прогноз? Сейчас он И пойдет... прогноз такой, что ты у себя в кошельке сможешь увидеть наконец-то не нулики напротив своего токена, а цифры, стоимость. Ну, а Да, докупать по дальше, той же механике, да, Илья? да, Мы я там вас еще немного перебью, инструкцию вам дали. надо будет заранее инструкцию сейчас записать для своего сообщества о том, как перенести токены из Газпампа на DDAS. Для этого там нужно будет немного газа, ну, тонна, по-моему, 0,5, что-то в таком формате. И в Газпампе появится кнопка свапа. У вас токены в Газпампе сжигаются и переносятся на ваш кошелек. И вам нужно будет еще в какой-то в чат там в общий скинуть, наверное, адрес этого токена, потому что через, как он это называется, забыл, TonKeeper, либо другие кошельки, какое-то время сам токен будет недоступен, и из-за этого могут возникать тупники. Вот, поэтому тут неплохо было бы подготовиться и заранее все это расписать и рассказать людям. Благодарю. Да, спасибо большое. Алекс, жжешь просто, красавчик. Огонь, огонь. Так, ну что, вопросов нету? Всем все понятно? Начинаем прощаться. Миша меня не радует. В чат пишет, в личку. А как зайти в Zoom и спросить, стесняется. Это не наш метод, Миша. Миша. Это не я, Миша, это другой Миша. Кого Миша отвечает? А то меня смотрят, это Миша. Нет, это другой Миша. Этот Миша, все четко. Нет, круто, что собирались ребята такие, которые соображают еще вот во всех темах, да, задают вопросы очень интересные, во-первых, и дают какие-то определенные советы. На самом деле это круто, но ничего, я думаю, что этот парень, он скоро появится и в клубе, наверное, будет у нас. Но хотелось бы, конечно, его видеть, чтобы он был как бы порядочный человек. Нам мошенники не нужны. Мы мошенников как бы избавляемся от них. Да, Алекс, напиши мне в личку, пожалуйста, давай обменяемся контактами, на связи будем находиться. Там Не, я какие-то абсолютно вопросы. беспорядочный человек, вот, неверующий, вот, пьющий, курящий, поэтому вряд ли я вам подхожу. Самоотвод. Нам такие как раз и нужны, понимаешь, когда формируется структура инь-янь. Вот мы сформировали структуру непьющих, теперь нам нужны для баланса пьющие, курящие, распутники такие, вот как раз такие, как ты. Иначе, понимаешь, мы же в материальном мире живем, то есть мы все воплощены на земле, а здесь как бы и добро, и зло, как бы все это должно существовать в гармонии. Поэтому welcome, как бы, будет кому по стакану ударить, да, Андрей? Илья, вопрос пишет АБС. Откуда люди заходят? Это реклама или с Газпампа сами? А я не вижу, где ты вопрос читаешь. В нашем чате вопросы, смотри, вот чат Рик, и там вопросы. Ну, имеется в виду, вот откуда в проект... Говорите, что с рекламы побольше задонатят. Говорите, что реклама, да, нормально все, откупились, пацаны, сейчас будет рост. Заливайте последнее. Когда будем покупать, надо будет прорекламировать это. Покупать рекламу, когда будем, надо будет сказать. Классные фишки. Так, ну что, Да. вопросов нет? Тогда давайте на сегодня заканчивать. Пошли считать, подводить итоги, свои иксы. Всех благодарю, я докупаюсь. У меня стратегия докупаться. Всем также рекомендую. Идем в космос, to the moon. Илья, Да, вам только докупаться лучше еще с других кошельков, потому что вы не очень правильно на самом деле на старте поступили. То, что закупили все с одного кошелька. Вам нужно было сделать несколько аккаунтов и заливать с нескольких аккаунтов, потому что когда придут какие-то серьезные там инвестора, если вдруг, да, они увидят то, что там 30-20% сапплая у вас в руках находится, это уже как бы такая прям самая первая пометка, то, что это скам-проект, поэтому... Я правильно понимаю, Алекс, что я могу сейчас продать, да, скажем, 10, и другого кошелька купить, и тогда будет все красиво, правильно? Не, оно уже как бы на Газпампе записано, то, что там кто сколько закупил. Ну, то есть даже если вы там, например, продадите,
Ну, хотя да, вот сейчас можно, например, продать, но и откупить, но у вас-то цена уже другая будет. Да нет, я же продам по этой же цене, по которой куплю, ну, плюс-минус. Так что я не потеряю. Кстати, ну да, вот я с этой механикой не особо знаком, то Я есть, подумал. потому что в самом логе Газпампа, например, там видны кошельки, которые много, типа, закупили, а сейчас будет следующая механика, то, что тот, кто главный владелец этого токена, он после листинга, типа, продал. Ну, короче, такая двоякая вилка, но, блин, вот тут я точно не подскажу, как сделать лучше, вот. Я точно Делать, знаю, как Андрей, сделать этого точно не надо. Андрей, точно делать этого не надо, продавать. Это 21%, это может быть и red flag, конечно, я тебе про это и говорил, но это не такой страшный red flag, как продажа своего токена. Если ты хочешь прикупить токены дополнительно, вот здесь ты можешь использовать другой аккаунт. Ну, как бы, вообще-то на видео все записано, и так понятно будет, что ты прикупил с другого аккаунта. Сейчас можно... Не торопись, сейчас не нужно делать резких движений. Нужно пока взять небольшую техническую паузу, дождаться, пока выйдут специалисты на связь, записать инструкции, Алекс правильно говорит, перевести все токены на DDAS, еще раз проговорить стратегию и двигаться постепенно. То есть вот резких движений не нужно делать. За тобой, ты представь, сейчас кто-то наблюдает уже за кошельком, тот же Миша, например, он увидит, что ты продал, скажет, все, скам, и понесется. Нет. Классно, классно. Ты все сделал правильно, Андрей. Так, Ты красавчик. блин, тут такой же переписка в вопросах. На листинге цены он там сольет. Это все про меня. Я такой тут замыслил. Вообще такой космос. Листинг я бабахну, блин. И наконец-то заработаю. Ты напиши ему в чат, что мы тебя звали, дорогой, в Zoom, в открытую, посмотреть в глаза, а ты не пришел. Наверное, ты сам скамер, товарищ. Ладненько, ладненько. Ладненько, очень весело, классно. Я считаю, все молодцы. Классные результаты. Благодарю всех за веру в проект. Я сам в него верю, верю в вас, что все могут быть счастливые, богатые и здоровые. Всем пока. Все, до свидания. Ребят, спасибо. Алекс, отдельное спасибо. Красавчик, проявляешься. Ну все, всем пока. Пока, счастливо. Пора становиться, заходи к нам, будешь становиться на путь, на свет правильный. Мы все были такие грешные, пьяницы, блудники, травокуры и еще много-много чего. Миша тебя перевоспитает, да. Если не поймешь, то по боксам бокс поможет. Понимаешь, в чем есть фишка? Вот когда ты общаешься с разбойниками, да, с бандитами там, ты становишься таким же самым. Когда ты общаешься с парнями, кто постоянно курит, бухает, там, нюхает, ты так же. А когда ты общаешься с людьми, которые ведут правильный образ жизни, да, то ты сам уже хочешь становиться, меняться. Но рано или поздно ты это захочешь. Просто сможешь ли ты сам это сделать, потому что организм, он по-любому рано или поздно это захочет. Но лучше это сделать заранее. А ты, я как понимаю, еще молодой парень, у тебя все впереди. И это лучше сделать заранее, чтобы потом в 40, в 50 лет не жалеть об этом. Понимаешь? Потому что пока мы молодые, мы не думаем о своей жизни, и нам кажется, мы будем жить вечно, долго, и все четко у нас будет, понимаешь? Но деньги, они становятся уже на намного другой план, когда у тебя со здоровьем становятся проблемы. Там уже не до денег, там не до чего. Его, правда, нет с нами, Алекса? Ну ладно, он послушает записи. Илья, смотри, написано full, то есть ушла капитализация, то есть все перенесли уже, да, деньги нам? Или что это значит? Да, ребята, команда, у них там загорелась лампочка, они в ближайшее время выйдут с тобой на связь, вот, и ты как бы, ты можешь их просто перенаправить на меня, или они, если на меня выйдут, я тебя сразу предупрежу. И все, сейчас в ближайшее время мы будем заниматься техникой. То есть какое-то время мы будем заниматься переносом, и за это время нам нужно, как вот Алекс говорит, для себя истинный путь видеть, вот такой вот прямой, и по нему уже топать. Как только мы на дедасте появимся, ну это, конечно, Андрей, это результат. Я прям меньше суток, да? Вау, да. Это при том, что не все зашли еще. Я знаю еще, да, кто приходит.
Ну, я очень радуюсь за того парнишку, который вот самый первый зашел, который первая четверка или пятерка кошельков купивших, он там как как и 3 актера-то были, помнишь? На дороге стоял, сомневался, Горбунов, да. продать, не продать, Никулин. да, Никулин и Вицин, продать, не продать, не выдержал у него душа сегодня, блин, 8 иксов, продал быстренько. Ну, наверное, кто-то из клуба. А на сколько он заходил? На Судя какую сумму? Какая там? Слушай, ну я прям сейчас надо посмотреть, открыть. Все видно, прозрачно. Он заходил, по-моему, на тон, а вытащил 6 или 7 тоннов. То есть, ну, примерно он 1000, да, рублей отдал, 800, да, рублей. Вытащил 8000, да? 7000 заработал. Да, я очень радуюсь. Это очень хорошо, что такие люди есть, Андрей. Потому что как бы именно от таких людей будет исходить предпосылка рассказывать о этом проекте. Вот. Круто, круто. Ну да. Ладненько, всем пока-пока, всех рад видеть, всегда увидимся. Спасибо, пацаны, давай с Богом. На связи. Да, нет. Илюха.